Всем огромный привет! Я рада, что вы заглянули на мой канал. И сегодня я хочу вам показать мастер-класс по плетению вот такого вот интересного браслета, который, кстати, состоит из одинаковых мотивов в форме квадрата. Кстати, с данной схемой справится даже новичок, потому что все этапы плетения я буду показывать полностью на видео, от начала до конца. Если вы вдруг не подписаны на мой канал, то советую сделать вам это прямо сейчас и нажать на кнопку подписаться под видео, чтобы быть в курсе выхода всех моих новых мастер-классов. Ну а теперь давайте приступим к работе. Для работы я буду использовать нитки 170L, посмотрите, вот такого довольно нейтрального оттенка. Также нам понадобится бисер, у меня это обычный чешский, номер 10. А работать мы будем, как обычно, парой челноков и крючком. Я заранее уже намотала нить на челнок и надела бисер. Смотрите, для схемы нам нужно будет использовать бисер из 2 челноков. Я не могу сказать точно по количеству, я, если честно, их не считала. Но посмотрите, примерно это получается 1,5 оборота на каждый из челноков. И хочу вас заверить, что этого даже будет много для плетения одного мотива. Ну а теперь я хочу сразу показать вам и приложить на экранах. Вы сейчас можете видеть схему, по которой мы будем производить плетение нашего мотива. То есть внимательно посмотрите, как она выглядит. Единственное, в своей схеме я решила не отмечать место и расположение бисера, так как каждый из мастеров плетает его по-разному. Ну а теперь мы начинаем плетение первого колечка. Для начала я связала 2 конца ниток, и теперь по схеме 10 пико 8 мы начнем плетение. В данном колечке нам нужно будет вплести 4 бисеринки в пико, поэтому сразу подгоняем их на рабочую нить в кольце. Плетем в начале первых 10 узелков. Также не забываем, что мы дополнительно должны заправить в начале плетения кончики ниток. Я это делаю опять в 2-3 узелка, а потом просто оставляю маленький хвостик и опаляю его зажигалкой. Данный метод я считаю максимально надежным. После того, как мы сплели первых 10 узелков, мы должны будем подогнать все 4 бисеринки и вплести их в пико. Но хочу отметить, что пико не стоит слишком туго затягивать, иначе вам будет слишком сложно присоединять следующие мотивы. После этого мы доплетаем еще 8 узлов и затягиваем колечко. Ну что же, а давайте теперь посмотрим на результат, который у меня получился. Вот такое вот небольшое колечко с бисером. Далее, теперь мы меняем челноки местами и будем плести дугу. Теперь, то есть, получается, я буду использовать белый челнок. Не забываем также, что в начале плетения мы также должны плести кончик нити. Вплетать я буду по тому же самому принципу, то есть вплетаю в 2-3 узелка, далее отрезаю, оставляю маленький кончик. После этого опаляю, зажимаю пальцем и плету работу дальше. Дуга у нас будет состоять из 7 полных узлов. Вот, посмотрите, дуга готова. Не забывайте, что ее нужно хорошенько подтягивать, это прям обязательное условие для данной схемы. Ну а теперь мы будем плести кольцо на дуге. Схема колечка у нас будет 3 пико, 5 пико, 3 пико, 5 пико, 3. При этом в каждый из пико мы будем вплетать по 2 бисеринки. То есть всего нам нужно подогнать 8 бисеринок на рабочую поверхность. Начинаем плетение с 3 первых узелков. Далее подгоняем 2 бисеринки и вплетаем их в пико. После этого мы плетем 5 узлов. Также в следующее в пико мы вплетаем 2 бисеринки. Еще 3 узла. И снова в пико мы вставляем 2 бисеринки, 5, пико, 3. Доплетаем и затягиваем колечко.
Вот, посмотрите на результат, то есть вот такое кольцо у вас должно получиться. Далее мы продолжаем плетение. Теперь мы должны сплести дугу. Она будет состоять у нас также из 7 полных узелков. Кстати, затягивайте обязательно вашу работу очень хорошо, иначе у вас просто дуги могут потом пойти волной, что будет не очень красиво выглядеть в готовой работе. Ну что, а теперь далее мы продолжаем плетение. Теперь я меняю челноки местами и продолжу плетение уже черным челноком. Плести мы будем колечко по схеме 8 пико 10. Здесь мы уже бисер не вплетаем, он у нас сплетен уже в ранее сплетенное первое колечко. Мы просто будем выполнять соединение. Плетем первых 8 узелков. Далее аккуратно выполняем соединение за пико, но только обязательно следите, чтобы сверху в пико у вас было 3 бисеринки, а внизу 1. Вот, посмотрите, вот так вот должно выглядеть пико. Далее мы доплетаем еще 10 узлов и затягиваем колечко. Ну что же, вот такой вот результат вы должны получить. Посмотрите, колечко у меня затянуто. Далее мы снова меняем челноки местами и начинаем плетение дуги. Она у нас опять будет состоять из 7 полных узлов. Плетем 7 узлов, подтягиваем дугу и смотрим на результат. Далее мы начинаем плетение кольца на дуге, то есть вот я снимаю нить и образую из нее петлю для плетения колечка. Вплетать в колечко мы будем всего лишь 2 бисеринки, а предыдущие у нас уже вплетены ранее в наше колечко. Плетем вначале первых 7 узелков. Далее мы будем выполнять соединение за пико, причем пико мы будем брать нижнее от предыдущего колечка, вот здесь. Аккуратно выполняем соединение. Далее плетем 4 узла. Готово. И теперь вплетаем 2 бисеринки, которые мы ранее подогнали на рабочую поверхность колечка. Сделали аккуратно пико и продолжаем плетение. Это еще 7 узлов. После этого колечко мы можем затянуть. Итак, давайте посмотрим на результат. Вот, посмотрите, уже работа начинает немного приобретать очертания. Далее мы должны доплести вторую часть дуги. При этом челноки мы не меняем, а просто продолжаем плетение. Дуга у нас будет состоять из полных 7 узелков. Вот, посмотрите на результат. Теперь нам надо уже поменять челноки местами, и мы будем плести следующее боковое колечко 10 пико 8. Колечко мы также дополнительно должны вплести 4 бисеринки в пико, поэтому сразу подгоняем их. Я начинаю плетение с первых 10 узлов. Далее мы будем аккуратно выполнять соединение и вплетать 4 бисеринки в работу. Вплетаем, аккуратно подтягиваем. Доплетаем 8 узлов и затягиваем колечко.
Далее мы выполняем все те же действия, что и в начале нашей работы, то есть мы переворачиваем и меняем челноки местами и начнем плести дугу из полных 7 узелков. Дуга готова. Теперь я покажу вам плетение следующего колечка. Плестись оно у нас будет по схеме 3 пико, 5 пико, 3 пико, 5 пико, 3. При этом мы должны будем вплести в работу всего лишь 4 бисеринки, потому как 4 предыдущих у нас вплетены уже ранее в наши кольца. Как раз за эти пико мы и будем выполнять соединение в нашей работе. Ну что же, подгоняем 4 бисеринки и начинаем плетение. Плетем в начале первых 3 узла. Далее выполняем соединение за пико. Посмотрите, чтобы бисеринки у вас располагались симметрично. Теперь плетем 5 узлов. Также выполняем соединение за пико от первого колечка, которое у нас посередине расположено, вот в это пико. Выполнили соединение и далее плетем 3 узла, подгоняем и вплетаем 2 бисеринки в пико. Плетем 5 узлов. Еще раз делаем пико и вплетаем бисер. И 3 узла. Заканчиваем работу, затягиваем колечко и посмотрите, что же у нас получилось. Теперь нам остается лишь доплести вторую часть дуги. Плетем мы ее из 7 узелков, как вы помните, то есть схема здесь не изменяется. И смотрите, далее мы начинаем плетение уже бокового колечка, в которое мы будем вплетать дополнительный бисер. То есть смотрите, перед тем, как начать плетение, мы должны подогнать 2 бисеринки на рабочую поверхность. Плетется колечко у нас по схеме 8 пико, 4 пико, 6. При этом начинаем мы плетение с первых 8 узелков. Далее мы выполним соединение за наше боковое колечко. Теперь плетем 4 узла. Вплетаем 2 бисеринки в наше соединительное пико. И завершаем работу плетением последних 6 узлов. После этого колечко мы можем затянуть. Вот этот боковой вплетенный бисер, он нам нужен для того, чтобы соединить потом несколько мотивов между собой. Меняем челноки местами. Теперь мы будем плести дугу. Она у нас будет состоять снова из 7 узелков. Мотив квадратный, не забываем. Все должно быть симметрично. Не забывайте хорошенько подтягивать дугу во время плетения. Далее без смены челноков мы начинаем плетение колечка, которое будет соединяться за пико от центрального колечка. Для начала мы должны подогнать 2 бисеринки на рабочую поверхность, после этого начинаем плетение. Плетем по схеме 7 пико, 4 пико, 7.
Не забываем, что после первых 7 узелков мы должны будем выполнить соединение за пико. Вот посмотрите, оно вот здесь вот внизу. Далее мы плетем 4 узла. Вплетаем 2 бисеринки в работу и завершаем плетение нашего колечка 7 узелками. Колечко затягиваем. Вот посмотрите на результат. Теперь мы доплетаем вторую половину дуги, то есть еще 7 узлов. Подтягиваем и меняем челноки местами. Далее мы начинаем плетение уже следующей стороны. Колечко у нас будет плестись также с бисером, поэтому подгоняем в работу уже не 2 бисеринки и даже не 4, а целых 6, потому что мы должны сплести 2 соединительных пико. Плести колечко мы будем по схеме 6 пико, 4 пико, 8. Начинаем плетение с первых 6 узлов. Далее мы вплетаем пару бисеринок в пико, плетем 4 узла, и вплетаем все 4 бисеринки. После этого доплетаем 8 узелков и затягиваем наше колечко. Вот. Ну что же, вот, еще одна сторона почти закончена. Переворачиваем и меняем челноки местами, начинаем плести дугу. Дуга будет состоять из 7 узлов. Не меняя челноков, мы также начинаем плетение кольца на дуге. Плестись оно будет по схеме 3 пико, 5 пико, 3 пико, 5 пико, 3. Перед началом плетения не забываем подгонять бисер. Вплетать мы будем 4 бисеринки. Начинаем плетение с первых 3 узелков. Далее выполняем соединение за вот это пико. Аккуратно. После этого плетем 5 узлов и также выполняем соединение. Вот посмотрите, соединение у нас находится вот здесь. Аккуратно проходимся. Далее плетем 3 узла. Вплетаем 2 бисеринки. 5 узлов. Также вплетаем 2 бисеринки и 3 узла. Колечко можно затянуть. Не меняя челноков, мы доплетаем дугу из 7 узлов. И вот, пожалуйста, наш результат. Думаю, что к этому моменту вы уже должны почти выучить схему, она довольно простая. Меняем челноки местами и плетем второе боковое колечко. При этом мы никакого бисера в работу вплетать не будем. Колечко плетется у нас по схеме 8 пико 10. Начинаем плетение с первых 8 узлов.
Далее не забываем, что после первых 8 узлов нам нужно будет выполнить соединение за пико. И всегда следите, чтобы у вас сверху было 3 бисеринки, а внизу 1. После выполненного соединения доплетаем еще 10 узлов и затягиваем кольцо. Посмотрите, нам осталось уже совсем чуть-чуть, и мотив будет скоро завершен. Поменяли челноки местами, продолжаем плетение. Дуга из 7 узлов. Как только вы ее закончили, сразу же мы начинаем кольцо на дуге плести. Схема у него будет 7 пико, 4 пико, 7. Не забываем также, что в данное колечко мы должны будем вплести всего лишь 2 бисеринки. Также после первых 7 узелков мы должны будем выполнить соединение за пико от предыдущего колечка. Вот посмотрите, оно у нас здесь внизу. Выполняем соединение. Плетем 4 узла. Далее вплетаем нашу пару бисеринок. И доплетаем еще 7 узлов. Колечко после этого мы можем затянуть. Доплетаем также вторую половину дуги, 7 узлов. Меняем челноки местами и плетем уже 4-ю сторону нашего мотива. Нам осталось прям вообще чуть-чуть. Колечко мы плетем по схеме 10 пико 8. Не забываем подогнать 4 бисеринки в кольцо. Плетем в начале первых 10 узлов. После этого подгоняем 4 бисеринки, вплетаем их и доплетаем еще 8 узелков. Меняем челноки местами и продолжаем плетение следующего угла. У нас идет дуга из 7 узлов. После этого мы начинаем плетение последнего колечка. При этом мы вплетать уже будем не 4, как ранее бисеринки, а уже 2. Колечко у нас плетется по схеме 3 пико, 5 пико, 3 пико, 5 пико, 3. Плетем в начале первых 3 узелка. Выполняем соединение за пико, нижнее. Далее плетем 5 узлов. И выполняем соединение за верхнее пико от предыдущего кольца. Выполнили. После этого плетем еще 3 узла. И теперь выполняем соединение с нашим первым колечком, то есть верхним пико. Теперь нам остается доплести 5 узлов. Вплести 2 бисеринки, которые у нас есть на рабочей поверхности, в пико. И закончить плетение последними 3 узлами. Колечко затягиваем. Доплетаем вторую половинку дуги, 7 узлов.
И после этого переворачиваем работу. Здесь мы должны сплести последнее боковое колечко. Плетется оно по схеме 8 пико 10. Плетем в начале первых 8 узелков. Далее выполняем соединение за предыдущее колечко, за пико. Правильно распределяем наши бисеринки. Доплетаем еще 10 узлов и затягиваем работу. Снова меняем челноки местами и опять плетем дугу. Снова у нас идет 7 узлов. Подтянули. Теперь, не меняя челноков местами, начинаем плести колечко. Оно у нас вообще самое последнее в плетении. Колечко плетется по схеме 7 пико, 4 пико, 7. В последнее колечко мы не вплетаем вообще никакого бисера. Просто начинаем плести первых 7 узлов. Выполняем соединение за нижнее пико. Плетем 4 узла. Далее выполняем еще одно соединение. И последних 7 узелков. Колечко можно затянуть. А теперь у нас финишная прямая. Нам осталось доплести вторую часть дуги. Это еще 7 узелков, и мы будем замыкать нашу работу. Покажу вам уже сразу готовый результат. Кстати, кончики нити я буду аккуратно вшивать в работу, в узелки, чтобы их было максимально незаметно. Ну и вот, пожалуйста, у нас готов полностью мотив. Вот так вот он выглядит. Посмотрите, здесь с одной стороны по бокам есть дополнительный соединительный пико, который мы можем использовать для того, чтобы приплести следующий мотив и составить из него браслет. Я вам сейчас отдельно хочу показать соединение как раз-таки уже непосредственно с готовым мотивом. Посмотрите, у меня вот как раз уже доплетено до момента, когда нужно присоединять. То есть я вначале сплела одно боковое колечко, далее я сделала дугу, на нем кольцо, потом еще одну дугу, точнее доплела дугу. И теперь плету следующее колечко боковое. Вначале я плету первых 8 узелков, выполняю соединение. Далее я плету 4 узла. И выполняю соединение уже, подложив первый мотив, готовый. Вот посмотрите, в это пико мы аккуратно проходимся и доплетаем еще 6 узелков.
Колечко затягиваем, и вот таким способом я буду соединять весь браслет. Теперь я хочу показать вам уже полностью готовую работу. Посмотрите, какой результат у меня получился. Всего мне понадобилось 4 мотива, нитки у меня довольно толстые. Если взять нитки более тонкого размера, то и браслет у вас получится, естественно, тоньше. Мне браслет немножко велик, он у меня по длине получился около 17 сантиметров. В принципе, это не страшно, потому что я думаю такой браслет носить на рукава сверху. Кстати, если сделать интересную основу для данного браслета, то есть, например, сшить просто какую-нибудь подложку и пришить сверху, то получится очень необычная работа. Кстати, такой браслет можно даже укрепить. Я обычно использую клей ПВА. Развожу его вместе с водой в пропорции 1 к 1 и просто пропитываю ей работу. Даю высохнуть, потом отпариваю еще дополнительно, чтобы все лежало ровненько. Или можно отпарить даже в начале, то есть для меня разницы никакой здесь нет. Браслет у меня сейчас ничем не укреплен. Я его, скорее всего, оставлю именно так. Ну а на сегодня я хотела бы завершить свой мастер-класс. Я надеюсь, что он был интересным и полезным для вас. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить мне, пожалуйста, пальчики вверх, а также подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.